Дизайн с элементами серебряных струн, передовая технология Huawei Sound для обеспечения естественного звучания, 11-мм динамические драйвера, высокочастотные динамики с плоской диафрагмой, поддержка кодеков L2HC версии 4.0 и LDAC, интеллектуальное активное шумоподавление, функция прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, система из 6 микрофонов и 2 датчиков костной проводимости для более качественных разговоров, управление движением головы, время автономной работы до 6,5 часов на одном заряде наушников и до 31 часа вместе с кейсом. Обо всем этом и не только, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Huawei FreeBuds Pro 4. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются Huawei FreeBuds Pro 4, черные упаковки из плотного картона, на коробке есть изображение наушников, название и краткая информация. Упаковка более презентабельная, чем у прошлой модели, упаковано все отлично, и в комплекте мы имеем комплект силиконовых амбушюр разных размеров и даже комплект пенных амбушюр, за что, несомненно, огромнейший плюс. Еще одна пара силиконовых амбушюр сразу установлена на самих наушниках. Далее в комплекте находится сам кейс с наушниками, документация и короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес кейса 48 граммов, вес одного наушника 5,8 грамма. Габариты кейса 65 на 47 на 24 мм, габариты наушников 29 на 20 мм. Звуковод коротенький, на нем установлена металлическая сеточка. Его размеры вы видите на экране. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, подписаться на Telegram-канал скидок по ссылке в описании, и либо в описании, либо в комментарии под любым из роликов указать свое имя в телеге. Оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и вы автоматически в розыгрыше. Мне осталось еще 4 штуки Poco X6 Pro, потом буду разыгрывать Poco X7 Pro, благо их я уже закупил. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть 3 расцветки. Это зеленая, белая и черная. Форма, что кейса, что наушников, от прошлой Pro модели не отличается, но в новинке есть золотистые элементы дизайна, за что от меня отдельно, разумеется, минус. Конечно, тут дело вкуса, но вот это вот цыганское золото, оно слегка расстраивает, и сразу включаются ассоциации с чем-то рыночным. Кейс выполнен из качественных материалов, что можно сказать и про наушники. Материалы тактильно приятные и сборка на отличном уровне. На корпусе кейса расположили LED-индикатор, керамическую вставку с тыльной части корпуса с надписью Huawei и гравировкой в виде струн, кнопку для сопряжения, отлично оформленный разъем для зарядки Type-C и отверстие небольшого динамика. Кейс в кармане слегка мешается. Открыть одной рукой крышку кейса можно без проблем, шарнир металлический и крышка в открытом состоянии фиксируется, разумеется. Люфт как в открытом, так и в закрытом состоянии крышки отсутствует. Внутри кейса расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе не гуляют. Если попытаться вытряхнуть наушники, то они не вылетят. Извлекать наушники из кейса очень удобно, как и устанавливать их обратно. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из пластмассы с глянцевым покрытием, в отличие от кейса, у которого оно матовое. Внешне пара выглядит интересной, дизайн запоминающийся, но если говорить о практичности, то наушники занимают однозначно не первое место среди других флагманских наушников от конкурентов. С другой стороны, собраны наушники качественно, ко всему есть класс вода и пыленепроницаемости IP54. Я искупал их в воде, по итогу они никак не пострадали, но я предупреждаю, что намеренно топить наушники с таким стандартом защиты не стоит. Далее, посадка плотная, пара не крупная, но из ушей они выпирают сильно. Дискомфорт после 3 часов прослушивания музыки я не обнаружил, уши не устают. При занятии спортом из ушей они не выпадают, пассивная шумоизоляция хорошая, особенно с пенными амбушюрами. Далее, на корпусе есть 2 контакта для зарядки, плюс установлено 6 в общей сумме микрофонов и 2 датчика костной проводимости для более качественных и чистых разговоров. Далее есть надпись Huawei, логотип Huawei Sound, гравировка в виде струн на внешних частях ножек, компенсационное отверстие, область управления сжатием ножки, которая обозначена небольшим углублением, и сенсорная область. Под датчиком, кроме уже перечисленных, на борту есть еще инфракрасный датчик, датчик холла, гироскоп и акселерометр. По командам для управления: плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления. Настроить команды можно в приложении. Реализовано управление довольно хорошо, так как поддерживаются не только сжатия и свайпы, но и обыкновенные этапы по внешней части ножки. На команды наушники откликаются отлично и быстро, ложных срабатываний я не встречал, и управление удобное. Команды сопровождаются щелчками, а также озвучиванием женским голосом на английском языке. Помимо этого, новинка оснащена функцией управления с помощью движения головы, и работает данная
Бесшовная функция хорошо, но лично я ее отключил, так как мне не совсем комфортно дергать постоянно головой. Далее. Каждый наушник оснащен 11-мм динамическим драйвером и одним высокочастотным драйвером с плоской диафрагмой, такой же, как FreeBuds Pro 3. По кодекам на борту SBC, AAC и LDAC также Pro 4 поддерживают передачу звука без потерь со скоростью 2,3 мегабита в секунду, благодаря аудиокодеку Huawei L2HC4.0, но только в паре со смартфонами от Huawei. Частотный диапазон от 14 Гц до 48 кГц, активное шумоподавление имеет 4 режима работы, это динамический, комфортный, обычный и ультра. Реализация динамического режима лично мне не особо понравилась, так как часто с этим режимом в наушниках слышался белый шум. Несмотря на это, сам режим работает корректно. Функция прозрачности отрабатывает хорошо и удобно, что во время разговора с собеседником на улице мне не приходится снимать наушники. Дополнительно для функции прозрачности предоставили еще режим с определением голосов и улучшением качества передаваемого звука. ANC и функция прозрачности могут работать с одним наушником. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. При открытии крышки кейса они автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. Мультипоинт до 2 устройств, разумеется, на борту. Работает эта функция без нареканий, что можно сказать и про инфракрасные датчики обнаружения, которые по необходимости можно отключать в приложении. И за это отдельное спасибо, хотя это опять же стандартно для флагманских ушей. Емкость аккумулятора целых 510 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 1 час. Беспроводная зарядка стандарта Qi до 5 Вт на борту. Емкость аккумулятора наушников 55 мАч. Полный цикл зарядки занимает 45 минут. Заявлено 6,5 часов без ANC по кодеку L2HC или LDAC. С кейсом же 31 час, если использовать ANC, то выходит 4,5 часа только наушников и 22 часа с кейсом. При использовании кодека AAC, разумеется, время автономной работы будет больше. По моим замерам, на 70% громкости без активированного активного шумоподавления по кодеку LDAC наушники служат 5 часов, а с кейсом около 25 часов. По автономности прокачки нет, если сравнивать с прошлой моделью. Далее. Приложение стандартно Huawei AI Live. В приложении на главной странице с наушниками мы имеем заряд наушников и кейса по отдельности в процентах. Далее, помимо уже перечисленного, можно обнаружить вкладку с 2 режимами работы, такими как приоритет на качество звука и сбалансированный режим. Вкладку с персонализацией звучания. Производитель предоставил настроенные 6 эквалайзеров, 2 предустановленные настройки и даже кастомный 10-полосный эквалайзер. На эквалайзер наушники откликаются корректно. Лично для себя полезным я выделил только кастомный эквалайзер, так как предустановки хоть и качественные, но лично мне не нравится звучание с ними. К слову, к минусам можно отнести то, что в приложении нет упрощенного кастомного эквалайзера. Далее, в приложении есть звуковой поиск наушников, проверка посадки, обновление, включение режима низкой задержки и звукового сопровождения у кейса. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, как и Pro 2 и Pro 3, в связке со смартфонами Huawei доступны такие функции, как сопряжение при приближении. С смартфонами на других операционных системах такого нет. По стабильности связи, даже с включенным режимом на качество соединения, Pro 4 проигрывают среднебюджетным наушникам от Anker и довольно сильно. С другой стороны, все в пределах нормы. Задержка на YouTube незаметна, что не скажешь про задержку в играх даже с включенным игровым режимом. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны. Повторяю, что микрофоны в таких наушниках, у которых микрофоны находятся далеко от источника звука, а именно вашего рта, работают хуже, чем микрофоны у наушников шнурков, где микрофоны рядом с вашим ртом. Ко всему, даже дорогие AirPods в паре с айфоном не выдают то, что можно получить от шнурков или от микрофонов в самом смартфоне. В любом случае, примеры вы сейчас услышите. Huawei FreeBuds Pro 4 и да, не практически как FreeBuds Pro 3, и да, не практически как FreeBuds Pro 2. Это супер результатов, повторяюсь, не ждем какого-нибудь прорыва в технике, потому что и ANC4 вот эти от яблоком не намного лучше работают. Так что Huawei делаем дешевле, и мы будем их брать, потому что звучат они так странно. Я, наверное, это минус, потому что они звучат так же хорошо, как и прошлая модель.
Вот так примерно будут работать эти микрофоны в данных наушниках. Звучание, качество звука, если не использовать данную модель со смартфонами Huawei по кодеку LH2C, от прошлой модели не отличается. Все так же мы имеем средний запас по громкости, плотный и мощный бас, отлично проработанную середину, приятный и выразительный вокал, чистое звучание, хорошую детализацию и широкую сцену, как для ТВС-наушников. С пенными амбушюрами данная пара играет более объемно, и однозначно я советую использовать пенные амбушюры, несмотря на то, что они быстрее изнашиваются по сравнению с силиконовыми. Минусы: нет автоматического режима для переключения между ANC и функцией прозрачности в зависимости от окружающего шума. Старый Bluetooth чип, нет изменений в дизайне. ANC и функция прозрачности работают практически так же, как в прошлых моделях. Золотистые вставки однозначно на любителя, могли бы придумать хотя бы одну расцветку без них. Есть ощущение, что микрофоны не стали лучше по сравнению с моделью Pro 2. Недоступна функция поиска кейса звуковым сопровождением в РФ. Далее, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую, Huawei FreeBuds Pro 4 можно рассматривать к покупке, если вас устраивает дизайн и вы обладатель смартфона на операционной системе EMUI с поддержкой кодека LH2C версии 4.0. Плюс от меня за пенные амбушюры в комплекте, за управление с помощью тапов, сжатий и свайпов, но нововведения, которые добавили в эту модель, как по мне, не являются чем-то действительно полезным, а просто наполнением для рекламы. Цены на данные наушники довольно высокие, учитывая все плюсы и минусы, от меня девайса на данный момент нет. То есть какие-нибудь там OnePlus Buds 3 или FreeBuds 2 Pro, они будут, к сожалению, для меня и вас не хуже. Могли бы они побольше постараться, а не выгружать практически то же самое. Первый раз Huawei выпустили годноту, но за лютейший оверпрайс. Ждем снижения цены, тогда, может быть, мнение будет другое. Добра и удачи вам, дорогие друзья!